Сразу отмечу, что я не налоговый консультант, я не предлагаю услуги по каким-то связанным там, с налоговым ведением и всем остальным, и конкретно свою налоговую схему я рекомендую все-таки с профессиональным бухгалтером разрабатывать. Но общие тезисы, связанные с уплатой налогов в Грузии, я расскажу, и окажется, что они настолько небольшие, эти налоги, что нужно практически каждому становиться налоговым резидентом Грузии. Это не так сложно. Ну и, соответственно, как получается статус налогового резидента Грузии? Он получается через 6 месяцев пребывания на территории страны. И, кстати, вот если мы говорим про соседнюю страну Россию, то статус налогового резидента там теряется через 6 месяцев отсутствия в стране. А есть страны, где статус налогового резидента практически вообще невозможно утратить. Именно поэтому я рекомендую, если человек планирует перенести свою деятельность из своей страны в Грузию, сначала проконсультироваться с консультантом в своей стране, чтобы понимать, не придется ли выплачивать двойные налоги. Но очень много стран, где это делать не приходится. Двинемся от малого к большому, и первые налоги, собственно, про которые стоит поговорить, это налоги на автотранспорт. Купить в Грузии машину может практически любой, единственное, что заказать ее сейчас в Грузию может не каждый человек, потому что, допустим, в отношении России введены санкции, соответственно, человек с российским паспортом из Америки, заказывая машину, ему могут отказать в выдаче ее на таможне. Но это очень просто решается, когда вы заказываете машину в Грузии, там оформляется доверенность на эвакуаторщика, и он спокойно вывозит ее с территории порта. Так вот, налоги на растаможку в Грузии достаточно низкие, практически минимальные. Для примера, я сейчас привез Теслу 2021 года. За ее растаможку я заплатил 280 лари. Это с учетом экспертизы. И еще 180 лари я заплатил за взятие номеров. Если мы говорим, что 100 лари это 270 лари это $100, получается в общей сложности за растаможку и номера я заплатил менее $200. А если налог за владение автомобилем в Грузии? Нет, его нет, он нулевой. Фактически все, что связано с владением автомобилем, оно так или иначе заложено, как я понимаю, в стоимость бензина. И это гораздо более справедливо, потому что если вы ездите на машине с любым двигателем, вы платите пропорционально, условно говоря, тому, сколько вы ездите. Для примера, также в соседней России там в среднем 30, 40, 50 тысяч рублей нужно заплатить за то, что просто владеете машиной в течение года. В Грузии такого налога просто нет. Одновременно с этим пока нету обязательного автострахования, то есть обязательную автостраховку пока еще не нужно покупать. Но это скорее, наверное, все-таки минус, чем плюс, по той причине, что в случае аварии, если у человека, в который в вас въехал, нет страховки, нужно будет разбираться на месте. Но это как-то решается все. Теперь самые вкусные налоги на недвижимость, которые волнуют всех. Если у вас нет дохода на территории Грузии, то фактически налоги, которые вы платите за владение квартирой здесь, равны нулю. Теоретически эти налоги не должны быть равны нулю по той причине, что вы должны декларировать свой доход за пределами Грузии, и, соответственно, если он превышает 40 тысяч лари, то начинает появляться налогооблагаемая база. Но по факту Грузия никаким образом не контролирует ваши доходы за пределами, и, соответственно, когда налоговая декларация сдается, она сдается нулевка, ее обязали сдавать с этого года, и, соответственно, налог не уплачивается. Эта информация вызвала достаточно большие толки среди иностранцев, потому что появилось разъясняющее письмо от налоговой в этом году, в котором как раз было указано о том, что эти налоговые декларации нужно сдавать. И, соответственно, компании, которые зарабатывали на том, что сдавали эти отчеты, они разгоняли эту тему, что вот теперь нужно в Грузии будет уплачивать налог за владение имуществом. По факту, если доходов здесь нет, то его все еще не нужно. А если доходы здесь были, то эти налоги нужно было точно так же уплачивать и раньше. То есть ничего нового фактически не произошло, кроме того, что всех обязали сдавать вот эту самую декларацию, которая сдается за 5 минут любым бухгалтером и стоит там, 100 лари в год. Владение имуществом — это хорошо, конечно, но многие покупают квартиры здесь с целью получить доход. И, соответственно, если квартира человек владеет менее чем 2 года, он уплачивает с разницей между покупкой и продажей 5%. То есть это если он что-то заработал. Если, соответственно, там нулевая сделка, то налог, опять же, не уплачивается. В случае, если мы говорим про апартамент, то уплачивается не 5%, а 20%. Поэтому очень важно понимать, что человек покупает — апартаменты или квартиру. Ну и немного отклонился от темы, собственно, какой налог уплачивается, если у человека есть доход на территории Грузии. Если этот доход на семью менее 40 тысяч лари в год, то налоговая ставка на владение имуществом нулевая. А от 40 до 100 тысяч лари там налоговая ставка от 0,2 до 1% поднимается, и выше 1% она уже не поднимается. А процент этот рассчитывается от рыночной стоимости недвижимости. Как они его считают, это зависит от муниципалитета, региона, то есть где это находится. И для меня пока схема на 100% непрозрачна, но, как правило, оценка на квартиру, она бывает ниже рыночной стоимости. То есть налоговая оценивает ее гораздо ниже рыночной стоимости.
Теперь вопрос с получением дохода на территории Грузии, с тем, какие налоги, собственно, с этого оплачиваются. Самый простой вариант, когда ты приехал в Грузию, за 40 минут зарегистрировать индивидуального предпринимателя. Практически все услуги, которые человек оказывает, за исключением консультационных, он может оказывать на свое ИП и на эту упрощенную схему 1%. На 1% можно перейти сразу же, после того, как ты пришел, не нужно для этого становиться налоговым резидентом, то есть 1% ИПшником можно стать сразу же, как только ты зарегистрировал ИП. Это можно сделать либо лично придя в налоговую инспекцию, заплатив там, по-моему, $50, либо через налоговый кабинет с доступом онлайн на сайте rs.g. На rs.g обязательно нужен налоговый номер практически для всех действий, которые связаны с тем, чтобы что-то заказывать в Грузию, чтобы сюда привозить и получать какие-то посылки. Ну и, соответственно, для того, чтобы машину себе заказать, тоже нужен налоговый номер. Если вы хотите растаможить ее здесь на себя, этот налоговый номер, он получается также налоговой инспекцией. Теперь разберемся с ИПшкой. Тут все достаточно непросто по той причине, что в интернете очень много противоречивой информации на эту тему. И в том числе и в комментариях я делал подробное видео, почему каждому нужно открыть ИП в Грузии. И под этим видео тоже писали достаточно неправильные комментарии относительно того, как рассчитывается этот налог 1%. Рассчитывается он следующим образом. Значит, первая сумма, которая нас интересует, это 100 тысяч лари оборота в год. Если вы оказываете услуги, либо продаете товар на территории Грузии, и у вас на ИП оборот 100 тысяч лари, соответственно, при этих 100 тысячах лари при превышении этой суммы получается на НДС 20%. То есть фактически нужно уплачивать не только 1% налогов, но еще и налог на добавленную стоимость. Однако, если индивидуальный предприниматель зарегистрировался в Грузии, и он сотрудничает с какой-то иностранной компанией, которая оплачивает ему на ИП в Грузии, то тут сумма может возрастать до 500 тысяч. Почему? Потому что, когда у нас появился НДС после 100 тысяч, мы его не платим, если мы оказываем услуги или продаем товары за пределы Грузии. Потому что НДС, когда происходит экспортная сделка, он фактически эта сделка очищается от НДС. Поэтому, по факту, если мы работаем в зарубежной компании, будучи зарегистрированным в Грузии, то налог всего 1% остается до 500 тысяч. Свыше 500 это уже 3%. Но есть еще один нюанс. Если мы оказываем услуги за пределы Грузии не фирме, а физическому лицу, то сумма по-прежнему остается 1%, потому что это получается B2C. Это разъяснение мне дал, кстати, Давид Папиашвили, я ему за это очень благодарен, то есть он присылал мне аудио на эту тему. Важная очень история заключается в том, что нельзя быть ИПшником с 1% и оказывать услуги, связанные с консультациями, либо с юридическими услугами. То есть это не материальные услуги, и фактически это идеальная схема для того, чтобы запилить в Грузии какую-то обнальную контору. Они это тоже прекрасно понимают, не нужно думать, что тут все такие глупые. Тем не менее, для абсолютного большинства работы и услуг эта 1% ИПшка подходит. И фактически, то есть многие люди, которые сюда приехали, они зарегистрировали это ИП, даже те, кто уехал в другую страну, они все еще могут продолжать работать через эту ИПшку и платить минимальное количество налогов. Если, соответственно, их работодатель, либо человек, либо компания, для которой они выполняют услуги, согласна оплачивать на ИП в Грузии. Тут опять же есть нюанс, по которому каждому нужно проконсультироваться с бухгалтером в своей стране по той причине, что, допустим, тот же самый Казахстан очень сильно отличается от России и уж точно отличается от United States of America. В чем это заключается? Если, допустим, вы в России 6 месяцев не присутствуете, вы теряете статус налогового резидента, и все, и до свидули. И, кстати, вот еще я тут общался вчера с одним очень умным человеком, который мне подсказал, что если у тебя при этом ИПшка в России зарегистрирован, то они могут с тебя требовать весь твой доход мировой. Поэтому ИПшку нужно закрыть, если вы собираетесь сваливать за кордон. Назовем это так. А для примера, нюанс с Казахстаном заключается в том, что если у вас остался центр жизненных интересов, то вы остаетесь налоговым резидентом в Казахстане, и вас по полной, опять же, нагружают на эти все самые налоги. Центр жизненных интересов для Казахстана — это когда у вас есть там недвижимость, когда у вас там живет кто-то из близких родственников, когда вы обладаете гражданством Казахстана. Если все это три этих совпало, то вы от резидентства налогового Казахстана уже никак не освободитесь. Но есть такие страны, где от резидентства достаточно быстро человек освобождается, и, получая налоговое резидентство в Грузии, я говорю, по факту выходит так, что он платит совершенно минимальные налоги. То есть 1% со своего дохода и какие-то минимальные доходы там на недвижимость, нулевые доходы за автомобиль. То есть, практически по факту можно сказать, что сравнивая там с любой другой страной, где я до этого жил, налоги там тут настолько смешные, что их просто грех не платить. Рассказал про приятное, расскажу и про неприятное. Неприятное заключается в том, что очень многие товары, импортированные в Грузию, они достаточно дорогие. Дорогие они потому, что как только он попадает в Грузию, на него, во-первых, накладывается НДС, и чисто вот даже по схеме с Алиэкспрессом, то есть либо с Алиэкспрессом, либо с каким-то
там, я не знаю, американским Амазоном, ноутбук стоит $1000, он приехал в Грузию, он стал стоить $1000 плюс НДС, плюс еще доставка. Соответственно, американцы там покупают этот ноутбук процентов на 30-40 дешевле, чем он по факту становится, чем он по факту начинает стоить в Грузии. Но опять же, я все равно ноутбуки заказывал с Amazon по той причине, что этот же ноутбук в Elite Electronics стоил дороже. То есть его выгоднее было дождаться из Америки. Это был процентов на 20 дешевле, даже с учетом того, что пришлось оплатить НДС и пришлось оплатить доставку. Но сейчас еще трендовым сайтом стал Pinduoduo, где из Китая можно заказывать хорошего качества товары вообще за копейки. И там самое дорогое, там уже даже не товары, а доставка. Фактически все можно это заказать и привезти в Грузию. Это стоит там в разы дешевле даже, чем на том же самом Амазоне. Потому что на Амазоне, я так понимаю, что эти товары также попадают с этого самого Pinduoduo. И они там уже дороже. Теперь как сама процедура происходит, собственно, уплаты налогов. У вас есть доступ в налоговый кабинет на сайте rs.g. Если вы владеете грузинским языком, то эти декларации там 1% можно сдавать самостоятельно. Но я этим не заморачиваюсь. То есть, допустим, у меня этим занимается бухгалтер. Она не работает на меня в прямом смысле этого слова. То есть она мне просто сдает отчеты. Я плачу за это при наличии оборотов с 1% пашки. Я плачу 100 лари, при отсутствии оборотов она мне сдает за 50. В среднем ценник варьируется там от 100 до 300, если это какая-то юридическая фирма, естественно, это будет дороже. Тут уже каждый выбирает сам для себя. Единственное, сразу скажу, что бухгалтер у меня уже перегружена, поэтому не смогу ее порекомендовать. В нашем привычном представлении, если ты приехал куда-то, если человек всю жизнь работал по найму, то он приезжает, ему, соответственно, нужно обязательно куда-нибудь устроиться, да, и большинство людей пытаются устроиться в грузинскую фирму. Если человек устроен на зарплату, то он платит 20% подоходного налога с зарплаты, которую он получает в грузинской фирме. Поэтому гораздо выгоднее поговорить с людьми на месте, да, грубо сказать: ребят, я вам нужен, да, давайте я сейчас цепочку регу, и вы мне просто платите под 1%, и их это гораздо больше устраивает, чем уплачивать все, что связано с прямой зарплатой. Хотя, в принципе, трудоустроиться в фирму и получать прямую зарплату в Грузии иностранец может, и ему для этого не нужно разрешение на работу. По факту, как я считаю, главный плюс Грузии как раз и заключается в том, что 99% бюрократических процедур здесь сведены к такому минимуму, что ты на них тратишь, там, я не знаю, 20 минут вместо 2 дней, и тебе никаких дополнительных документов для этого не нужно. То есть, как правило, ты оперируешь загранпаспортом, либо там ID-шкой своей, и этого более чем достаточно. То есть не надо никакие справки собирать, не надо подтверждение справок, там еще что-то. Даже ипотеку мы оформляли когда, то есть, по большому счету, там нужен был мой паспорт и выписка с счета. Потом попросили, правда, еще договоры к этому счету, могли и не попросить. Многие из тех людей, которые приехали сюда именно с целью обустроиться и работать, они даже и этот 1% платят, то есть они даже эту ИПшку не регистрируют. Ходит сантехник по квартирам тот же самый. Либо он грузинский, либо он иностранный, не имеет значения. То есть он ходит, выполняет работу, ему там наличкой что-то отдают. Суммы достаточно мизерные, я не скажу, что тут кого-то ловили и так далее. Но какой смысл, то есть укрываться от этой уплаты, если у тебя есть ИПшка, и ты можешь с ней платить 1%. Только нежелание заниматься мизерной процедурой по уплате налогов. Но я говорю, тут даже можно научиться это делать на грузинском языке. Автоперевод этого сайта можно сделать прямо в браузере и, намастерившись, в принципе, научиться платить эти самые налоги даже самостоятельно, если прям цель сэкономить даже 100 лари. Вообще, по факту, это чуть ли не обнальная легализованная схема. То есть, грубо говоря, человек, который работает где-нибудь за пределами Грузии, платит там 50-60% налогов. Он просто приезжает сюда, регистрирует ИПшку, заключает договор со своей фирмой, и все, что связано с его доходами, ему перечисляется сюда, в Грузию. И даже можно их из Грузии обратно дальше везти, то есть ты их аккуратно снял, уплатил этот самый 1% налога, либо сразу там перегнал деньги куда-то. Криптовалюта в Грузии легализована, и можно научиться пользоваться, если понимать, у кого ее покупать и продавать. Сразу говорю, меня про это не спрашивать. Тут кем я пользуюсь на свой страх и риск, и не хотел бы, чтобы кто-то, доверяя мне, там связывался с криптовалютой. С криптовалютой еще один важный момент. Прям я не понимаю, насколько нужно быть наивным. Не надо кликать по всяким ссылкам, которые предлагают в экспатских сайтах. Если у вас есть кошелек какой-то на Binance, то не нужно проходить AML-проверки. На любой крупной бирже частота криптовалюты проверяется. Вся эта проверка проходит внутри самой криптобиржи. Не нужно ни на какие сторонние ресурсы заходить, что-то делать. Это все, как правило, приводит к тому, что с вашего кошелька пропадают деньги. Мне это казалось очевидным, но буквально на днях попался какой-то ТикТок, чуть ли не с миллионом просмотров, где девочка рассказывает связанную историю о том, как они стали кликать по email-ссылке, и у них пропали все деньги на кошельке. Это же очевидно. В
Почему еще нужно платить налоги? Налоги нужно платить еще и потому, что когда на ИП набирается оборот в 50 тысяч лари, это является законным основанием для того, чтобы получить вид на жительство. Вид на жительство я уже рассказывал, для чего нужен Грузии, он практически тоже практически ни для чего и не нужен, но многие очень хотят его получить, для многих это идея фикс. Вот, одно из законных оснований — это получение ВНЖ по ИП. Вчера разговаривал с парнем, который получил с первого раза, я получил по ИП с первого раза, и достаточно много людей получили по ИП с первого раза. Статистика отказов, она тоже показана, она не 80%, а, по-моему, 40%. Это достаточно высокий показатель, но тут надо понимать, что желающих получить ВНЖ в Грузии за последние 3-4 года стало десятки раз больше. То есть отказов, естественно, тоже стало больше, но это не значит, что отказывают всем. Дальше с этой ВНЖшкой, не уезжая из Грузии, можно получить шенгенскую визу, и это очень хорошо, потому что не нужно ехать в ту страну, где ты являешься гражданином или резидентом. С грузинским ВНЖ можно подаваться на Шенген практически сразу же в столице Грузии, Тбилиси, в любом консульстве, связанном с Шенгеном. Ну и, соответственно, подаваться лучше в том консульстве, где будет страна первого въезда. Ну и раз уж мы так разошлись, то нужно понимать, что, значит, покупка недвижимости за криптовалюту в Грузии, она практикуется с некоторыми застройщиками, но делать это я не советую по той причине, что эти сделки не являются легализованными. И поскольку все сделки в криптовалюте являются так или иначе обезличенными, да, на некоторых биржах вас идентифицируют как пользователь для того, чтобы вам открыть счет, но сами транзакции, они обезличены. Ну и плюс есть еще обезличенные биржи, где можно фактически использовать криптовалюту, даже никто не будет смотреть, кто, собственно, ее пересылает. Так вот, вопрос в том, что если вы застройщику за квартиру заплатили, то ваш цифровой след вашей оплаты, его потом никак абсолютно не доказать. Чем вы будете подтверждать тот факт, что вы застройщику оплатили деньги за квартиру? Да, он вам задним числом, конечно, выпишет акты на тему того, что да, окей, прикольно, пожалуйста, и мы с вами рассчитались, и все хорошо, но чем это подтвердить? Сказал, чем это подтвердить, и сразу понял, чем это подтвердить. Если на месте вам подписывают акты о том, что сумма получена наличными в полном объеме, то окей. Если такого акта на руки не выдается, то получается, что вы просто помогаете кому-то уклониться от налогов, и причем никаких плюсов сам тот, кто платит, не получает, а минусов получает достаточно много. Я бы советовал на эту тему все-таки задуматься и проконсультироваться с налоговым консультантом еще раз относительно статуса криптовалюты в Грузии. Она разрешена, но с ней разрешено не все. Точно так же, как и легализация. В Грузии нету легализации марихуаны, но есть декриминализация. Это тоже далеко не одно и то же. Вот такое получилось видео про налоги в Грузии. Надеюсь, что рассказал практически про все. Если есть какие-то вопросы, можно задавать в комментариях. Еще раз напоминаю, что я не являюсь налоговым консультантом и не продвигаю эту историю с целью продвижения своих услуг. Соответственно, дополнительно я очень рекомендую проконсультироваться еще с одним бухгалтером, как минимум сначала у себя в стране, а потом в Грузии. Всем большое спасибо за внимание. Встретимся где-то вот здесь.